Народ, нихао. Сегодня посмотрим вот такой Exceed VX Limited Edition за 5 миллионов 100 тысяч рублей. Подробно расскажу о салоне автомобиля, о своих ощущениях от него. Поставьте лайк, вы знаете, где это делать. Подпишитесь на канал, тогда вы будете в курсе того, что можно покупать за 5 миллионов рублей, а что за 5 миллионов рублей покупать, ну, как бы не стоит. Это очень полезный обзорчик. Я думаю, что на просторах российского сегмента YouTube такое видео про VX, честное, вы, наверное, не увидите. Погнали. 8-ступенчатый робот. Клиренс чуть меньше, чем у Zeekr 001. 19,5 сантиметров, ребята. Вот так. Двигатель 250 лошадей. Вывозит он вот эту двухтонную махину из 8,5 секунд. Ну, то есть 8,5 секунд он до сотки едет. Машинка выглядит внешне симпатично. Крупный такой бегемот. Ну, дизайн, знаете, это такая штука на любителя. На мой взгляд, он уже несколько устарел. Да, несмотря на то, что автомобиль в 2021 году был представлен. Выглядит, конечно, гораздо более блекло этот дизайн, чем тот же Geely Manjaro. Там ребята оторвались по полной. Сделали автомобиль, который реально напоминает Volvo. Очень красивая машина. Там прям европейские корни чувствуются. Смотрим машину. Садимся внутрь. Бесключевой доступ. Отодвинулся порожек. И тут на входе нас встречает вот такая интересная деталь. Вы спросите, что это? Что это такое? А это просто кто-то шуруп вкручивал в ваш автомобиль за 5 миллионов 100 тысяч рублей. Ну и оставил его в таком виде, думает, ну, шуруп черный, сама дверь темного цвета, может быть, и видно не будет. Интересно, конечно, машинка нас встречает. Тут у нас Limited Edition. Все абсолютно в глянце. Вот такой вот черный глянец. Глянец под дерево. Но это на самом деле не дерево, а просто пластик. И вот эта ручка. Ручка требует отдельного, можно сказать, разговора. Ручка не металлическая. Это пластик, который просто покрыт под металл. Никакого холодка, никакой массивности, ничего такого здесь вообще нет от слова совсем. Более того, сейчас я эту ручку вот в такое положение приведу и покажу вам, как это выглядит с этой стороны. Надеюсь, это видно. В общем, внутри полый пластик с такими небольшими зазубринами, которые чувствуются тактильно, различаются. И говорит нам это о том, что машина, ну, действительно премиальная. Ну, 5 миллионов 100 тысяч. Ну, конечно, ручка должна быть именно так выполнена, потому что вы же ее каждый день трогаете. Ну, окей. Салончик. Сиденья, кресла очень удобные. Они у нас с вентиляцией. Здесь вот к ним абсолютно никаких вопросов нету. То есть ты садишься, настраиваешь под себя кресло. Боковая поддержка классная. Кресло с такой длинной подушкой. Оно в меру мягкое. Ты можешь поддуть себе поясничную поддержку. Здесь вот абсолютно никаких вопросов к креслу нету. В подтверждении того, что китайцы старались, они оставили такую небольшую пасхалочку, если так ее можно назвать. Смотрите, строчка-то, они же хотели показать, что строчка настоящая. Ну, это же кожа. Ну, пацаны, ну мы же реально работали. И вот вам ниточка. Вот пруф. Интересный, конечно, подход к автомобилю за 5 миллионов 100 тысяч рублей. Не буду как бы ничего говорить про качество кожи. На ощупь нормально, сойдет. Пластик, я думаю, сами слышите все. Теперь интересный момент. Когда мы берем в руки вот этот руль, руль приятный. Здесь совершенно ничего нельзя про него абсолютно негативного сказать, за исключением вот этой детали. Естественно, эта штука тоже обыкновенная пластмасса, которая покрыта таким металлизированным слоем тонким. Вот эти элементы, это у нас поворотники, они заслуживают прям отдельного разговора. Напоминаю, 5 миллионов 100 тысяч рублей платим. Поворотник пошел в нижнее положение. И что нам открывается? Ух ты! А нам открывается вот такая зияющая дыра с необработанным пластиком. Красиво же, да? Такие зазубрины еще здесь. Теперь с этой стороны. Раз.
А здесь еще все более эффектно. Дыра еще больше становится. И вот даже какой-то кусочек пластика тут необработанный торчал только что. Да, интересно, конечно. Ну, то есть вот так машинка встречает нас сразу. Здесь регулировка фар. Не знаю зачем. Я думал, что она здесь электронная. То есть ты сел, и кузов там загрузился, и датчик отработал, и поднял, опустил фары, но нет. Все это мы делаем ручками. Причем напоминает Toyota вот этот подход. То есть гремучая. Вот такая странная история. Еще такой интересный момент. Вот эта панель, она тоже, конечно же, прошита. Вот она, строчка. И когда мы ее прощупываем, в конце мы натыкаемся вот на такую интересную деталь. То есть у нас панель как будто бы, ну, там внутри, как будто она отсутствует. Панель как бы все. С чем это связано? Я не знаю. Может быть, просто панели не хватило кусочка и сделали так. Дальше. Вот этот пластик весь. Можно прям барабанить. Очень классная история. То есть абсолютно гремучий пластик. Здесь уже пошел такой, он более плотный, внятный и более-менее мягкий. Но все, что тут, в этой части, поверьте мне, когда это поездит по нашим дорогам 10-20 тысяч километров, греметь это будет, ух, будь здоров. Пластик, который здесь, на этой панели, тоже годно гремит. Никакого тебе, естественно, мягкого пластика. Вот эта вся панель, это все то же самое, что и здесь. Это просто пластик, который косит под дерево. Посмотри, какой я красивый. Посмотри, как все шикарно выглядит. Это просто пластик, который выглядит как дерево. Так, по поводу руля, да, еще какие будут комментарии. Вот эти переключатели. Послушайте звук от этих переключателей. Премиально? Поднесу микрофон поближе немножко. Ну, звучит как премиум. Так, переходим к ручке. К ручке вопросов нету. Такое самобытное, интересное исполнение от Exceed. Мне оно действительно нравится. Здесь за нее удобно держаться. Она такая вот здесь утилитарная достаточно. То есть тут никакой кожи нет, ничего не протрется. Такой достаточно мягкий, приятный пластик. Ход у ручки внятный, хороший. Вот этот элемент мне нравится. Тут у нас спрятаны места под бутылки. Классическое решение. Единственное, что вот эта панель, она какая-то слишком, на мой взгляд, такая хлипенькая, тоненькая. Но это уже, наверное, все-таки придирки. Это покрытие у нас фактурное. Пластик гремучий. Хорошо гремит, да? Прям отдает даже где-то вот сюда вот на клавиши на эти. Вот эта часть очень странно выполнена, то есть здесь у нас зарядка, и я поначалу подумал, что прорезиненная она, но на самом деле это такой, знаете, как коврик с Алиэкспресса, который ты купил, а потом сюда положил. А без этого коврика она вот так вот ходуном ходит, гуляет и гремит. Коврик положил, ну вроде и ничего смотрится. Кнопки. Здесь за 5 мультов мы опять же заглушку получаем. Эти кнопки достаточно внятно нажимаются, они действительно приятные. Регулировка температуры, говорят, да, что там по подобию Range Rover, да, визуально, может быть, это и напоминает Range Rover, но когда ты с этим взаимодействуешь, ты понимаешь, что это не Range Rover. Ход здесь, он, знаете, он какой-то очень странный, он неоднозначный. А ты все время чувствуешь то, что какой-то люфт существует. И этот люфт, он как будто бы вот не инженерами предусмотрен, а просто потому, что ну вот как-то так вот получилось его выполнить, этот элемент, и он вот начал немножечко так вот люфтить. То есть изначально как будто бы этого не предусматривалось. Что касается экрана, экран вот при пошатывании весь переливается всеми цветами радуги. Значит, там у нас обычный жидкокристаллический экран, никакого OLED тут и в помине нету. Ну, что касается скрипов, здесь они отсутствуют. В этом плане все хорошо. Вот эта стойка и крыша, это все у нас ткань.
ткань такая мягкая. Но это, конечно, не то решение, что используется в Манджаро, где у нас просто алькантарой все выполнено. И ты кайфуешь, когда трогаешь все эти элементы. Здесь это совершенно по-другому сделано. Управление светом и люком с панорамой. Тут у нас все так достаточно хорошо похрустывает. Ну, в общем, такое. Ну, хорошо, что подочечник сделали, и там еще внутри такое все бархатистое. С этим, конечно, удобно будет. Что касается пластика и стыковки всех материалов, ну, тут, конечно, ребята, тут очень много вопросов. Хороший подлокотник. Опять же, не такой интересный, как в Джиле. Если помните, в Джиле он был такой очень массивный, глубокий, внутри карпетом отделан, а здесь просто обычный, никакого тебе карпета, ничего мягкого. Ну, вот такие первоначальные ощущения от салона автомобиля. Сзади у нас абсолютно та же самая история. Открываем дверь, и сразу признак того, что автомобиль был куплен за 5 миллионов рублей. Вот вам еще один саморезик в подарок. Окей, давайте посмотрим багажник. Что мы имеем тут? Диодная подсветка. Ворс такой очень-очень, если можно так назвать, очень вялый. И вот эти части, они очень хорошо гремят. В дороге прям, я думаю, будет не очень кайфово. Просто все ходуном ходит. Я реально, я удивлен, как можно автомобиль сделать, по сути, люксовым по отношению к Chery. И в Chery таких промахов нету. В том же Chery Tiggo 8 Pro Max там нет такого подхода. Почему здесь это? Вы слышите этот звук? Почему тут все так гремит? Когда ты начинаешь присматриваться к деталям, ты просто начинаешь диву даваться. Как можно было сделать вот это? То есть я вообще впервые, честно говоря, вот с таким вот сталкиваюсь. Ну, вы можете себе представить, там, 5 миллионов рублей и вот такое вот исполнение. Я, честно говоря, теряюсь в догадках, как можно приобрести вот этот автомобиль за место того же Geely Manjaro. Я не понимаю этого. Честно, вот каждый из элементов, он показывает какую-то здесь не то, что внимание не уделили деталям. Им как бы попытались уделить внимание, но такое ощущение, что просто это не доработали. Вот визуально кажется, что когда ты садишься в этот салон, что он богатый, он классный, он приятный, но ты начинаешь совсем с этим взаимодействовать, и ты понимаешь, то, что за это нельзя платить такие деньги. Оно не должно столько стоить. Это не дерево, это муляж. Тебя здесь обманывают. Это пластик, но он очень дешевый, он гремучий. Это зарядка, но почему она выполнена вот так? Что мешало сразу сделать прорезиненную поверхность без коврика с Алиэкспресса за 50 рублей? Что мешало убрать вот эти саморезы? И очень-очень много вопросов ко всему. Я реально удивляюсь, когда люди говорят: вот, сядь в Exit, сними тест на Exit, это очень классный автомобиль. Ребята, я снимаю честные обзоры, и я не увидел здесь ничего, что могло бы перешагнуть тот же Chery Tiggo 8 Pro Max. Здесь нету этого. Откуда взялись цены и откуда у людей такое понимание, что это классный, такой премиальный автомобиль, я не понимаю. Здесь нету премиума.